Бавария Круизер 34. Стоит обратить внимание, что название не отражает размер лодки, и лодка является по ватерлинии 30-футовой, но при этом достаточно вместительной. Верфь предлагает нам две планировки на выбор, различается лишь наличием второй каюты, ну и соответственно более скромным санузлом в трехкаютной версии. Даже в столь скромном размере лодка обладает широкой купальной платформой и уже оснащается двумя штурвалами, что очень удобно при управлении на крене и, безусловно, прохождении между ними во время стоянки, если мы идем на берег. Высокий нактоус позволяет легко добраться до приборов, а навигация расположена на центральной консоли, что экономит денежные средства и в то же время сохраняет комфорт использования навигатора. Поскольку эта лодка, которая представлена на выставке, является трехкаютной версией, рундуки кормовые под банками, они достаточно скромны в размерах. Это стоит учитывать при выборе яхты. Если вам нужно длительное путешествие, то, соответственно, выбирайте скорее двухкаютную версию, чтобы разместить больше вещей, таких как генератор и какие-то другие припасы, запасы и все остальное. Особенно если взять во внимание, что производитель предусматривает хранение спасательного плота в одном из этих рундуков. Управление парусами на этой лодке достаточно стандартное и также подлежит кастомизации по желанию клиента. Камбус на яхте достаточно скромный по размерам, но в то же время вмещает в себя все необходимые вещи. Холодильник, плита с духовкой и несколько ящиков для хранения посуды и других вещей. Единственное, что по ремонтопригодности здесь не очень понятен доступ к оборудованию, например, к компрессору холодильника, или же как добраться до инспекции фитингов при сливе воды из раковины. Наверное, надо будет снимать декоративные панели. Кают-компания для 30-футовой лодки достаточно просторна и комфортна для обитания на ней. Стоит обратить внимание, что производитель побеспокоился оставить свободными рундуки, для того, чтобы увеличить пространство для хранения. Это касается рундуков и вдоль борта, за спинками сидений, и под сиденьями. Но с левого борта пришлось занять всего лишь один рундук для размещения проводки для электроники. Это достаточно хороший результат и правильное направление инженерной мысли. На этой яхте, как и у всех Баварий, в достатке присутствует огромное количество закрывающихся ящичков. Это действительно удобно для сортировки и размещения вещей. Безусловно, присутствуют окна, иллюминаторы. Все это можно закрыть и москитной сеткой, и сеткой от солнца. В таком размере лодки носовая каюта, скорее всего, не является главной овнер кэбин, так сказать, потому что кровать здесь достаточно скромна по размерам, в частности, ближе к ногам. Она достаточно узка, и разместиться вдвоем здесь будет возможно только в том случае, если вы скромных габаритов. Зато под этой кроватью достаточно интересно реализована система хранения вещей с двойным полом. Получается, что ваши вещи не лежат на дне лодки, а значит избегают воздействия конденсата и сохраняются в сухости. Это действительно очень классно и хорошо. При этом есть доступ к таким приборам, как лак или же эхолот. То есть все можно легко проинспектировать, починить, почистить в зависимости от того, что произошло. В трехкаютной версии кормовые каюты, они немножко скромнее в размерах, чем в двухкаютных, одна каюта, но тем не менее они уже выглядят гораздо более просторными, нежели чем носовая. Но здесь стоит обратить внимание, что присутствует доступ к двигателю, и посмотрите, что дверь на самом деле уже более или менее продумана и не стучится ручкой об дерево. Это, к сожалению, грех очень большого количества яхт. Достаточно удобный стандартный доступ к двигателю, все можно посмотреть, потрогать, просторный шкафчик с полочками и штангой для вывешивания вещей.
В трехкаютной версии санузел, конечно же, достаточно маленький и скорее больше туалет, чем душ, потому что душ принимать здесь уже придется достаточно ограниченно. А в двухкаютной версии гораздо просторнее санузел, поэтому, если это важный параметр, тоже присмотритесь в сторону двухкаютной, а не трехкаютной версии. Там еще добавится достаточно просторная кладовка, выход в которую осуществляется как из кормы, так и из душевой, практически в полный рост. Скромный размер лодки также диктует и скромную цену. Базовая цена начинается от 78 тысяч евро, и достаточно недорогие комплекты можно на ней установить, то есть за 90-95 тысяч готовую к морю лодку мы можем получить. Это очень интересный вариант для небольшой компании, например, семьи из 2 человек, молодой пары, как для дейсейлинга, так в принципе и для более дальних перегонов, но с учетом ее размера нужно быть немножко просто поаккуратней. А так, яхта океанского класса категории А.